Так, ребят, ну что, первый рой, наверное, в этом году. Хотя, в принципе, он не первый, уже, наверное, второй, потому что я только что был на другом месте, и там тоже летают пчелы. В общем, ну, как видно, пчелы не очень много. Ну, может, они только зашли, может, там сейчас они соты отстраивают, там, я не знаю, в общем, короче, что-то происходит. Вот, пчела есть, пчела явно не разведка, как бы видно, что она уже осваивается здесь. Вот, да, еще нету обножки, ну, собственно, они, наверное, только-только зашли, и поэтому расплода еще нет, и обножки тоже, соответственно, нет. Вот, ну, место старое, тут уже такое намоленное. Ставлю здесь постоянно, каждый год. Вот так вот трасса идет, здесь ездят машины. Вот моя стоит. Ну, в общем, все как обычно, ребят, ничего нового. Вот, ну, в общем, пчелы есть. Пчелы начали роиться. У нас был затяжной период холодов. Ну, вот сейчас вроде потеплело и полетели рои. Так что, кто живет в Ирландии, смотрите внимательно. Сейчас пойдут. У кого есть пчелы, пойдут рои. Вот, следите за своими, ну и, соответственно, ставьте ловушки, охотимся. Все, еду дальше. Ну вот, смотрите, ребята, какая ситуация. Тут не очень хорошо подвязал, видно, ловушку. Понадеюсь, что между двумя деревьями она будет хорошо и плотненько зажата. Ну, видите, ветер ее немножечко наклонил. Вот, но тем не менее результат есть. Вон пчелы. Видел даже обножку. Сейчас попробую увеличить. Вот видно, сейчас залазит как раз с обножкой. Ну, не знаю, может, на видео не будет видно. Ну, в любом случае, ребята, это рой. Вот, обратите внимание на ловушку. Просто были у меня такие споры еще в предыдущих сезонах, когда говорили: да не, эта ловушка очень маленькая, туда ничего не зайдет. Ребята, я на ней уже столько наловил раев, дай бог каждому, знаете. Ну, в общем, работают ловушки, размер имеет значение, да, но как бы не всегда. Вот, в любом случае, что-то вы поймаете. Так что пробуйте, экспериментируйте, делайте ловушки и ловите раи, ребят. Вот, и опять же показываю, все возле трассы. Вот, машины ездят, и вот стоит ловушка. Ребята, вот одна из ловушечек, которую мы вместе с вами делали. В этом году я там показывал, как я делаю 3 ловушечки. И вот она у нас стоит. Тут у нас как раз рапсовое поле. Вот. Ну и вот я сейчас посмотрел, увидел, что пчела летает, ребята. Вот она, пчела есть. Пчела заселилась. Вот. Уже даже обножку таскает. Так что все хорошо. Это уже нормальный полноценный рой. Вот, ну... Не знаю, еще сегодня-завтра, наверное, сниму. Вот, это уже за сегодня 4-й рой. Еще есть что посмотреть. Ну, не знаю, будет ли у меня время проехать по всем ловушкам. Скорее всего, что нет. Уже когда поеду собирать вот эти вот с роями, то уже, наверное, тогда и проверю остальные. Вот, ну как-то так, ребята. Там видео, не знаю, когда смонтирую. Вот, сегодня у нас 23 мая. В прошлом году первый рой я поймал 16 мая. Даже не поймал, он сам прилетел ко мне на пасеку, но точно не мой. Вот, у меня матки меченые, а та была не меченая. Вот, ну, в общем, вот такая вот история, ребята. Видите, все ловится, все у нас работает. Так что, опять же говорю, все возле дороги. Там вот дорога, я не знаю, вряд ли будет видно, но вот на просвете там, может, будет видно, сейчас машина проедет. Вот проезжают машины. Короче, все то же самое. Все то же самое, все работает. Все, ребята, давайте, я не знаю, еще будет, если что-то сниму. Ну, вот пока только снял 3 роя, 1 рой не снял. Не было с собой телефона. Все, поехали. Так, ребята, приехал еще одно из моих старых мест. Вот. И вот смотрите, как выглядит разведка, ребята. Вот сейчас подлетают разведчики и изучают ловушку. Ну, это такой признак, что скоро здесь будет рой. Не 100%, конечно, но, скажем так, процентов 80, если вы увидели разведку
то считайте, у вас там что-то должно появиться. Вот, причем вот разведка такая интенсивная. То есть я уже здесь постоял несколько минуток, ну и так просто вижу, движение есть туда-сюда. Так что может быть даже сегодня какой-то рой уже сюда и вселится. Да, интересно, конечно, наблюдать. Не знаю, если получится заснять это. Ну, в общем, там несколько пчел, они стоят и охраняют литок. Вот, явно, что это еще не заселенная ловушка. Но вот те несколько пчел уже стоят и охраняют. Вот, и самое интересное, по всей видимости, прилетела какая-то пчела, ну, не из их сообщества, ну, и они ее вроде так прогнали сообща. Ну, сейчас посмотрим, может быть, что-то такое похожее заснимем. Ну, какое-то движение явно есть. Так что ожидаем. Вообще у меня вот эта ловушка и это место, оно всегда позже всех срабатывало. Ну вот в этом году, может быть, что-то будет по-другому. Пока мы еще видим, семьи нету, никто не залетел еще, но вполне возможно будет. Ладно, ребята, к сожалению, нет у меня времени стоять, смотреть и ждать. Вот, так что я поехал дальше. Вот, ну и если что-то будет, то мы это обязательно заснимем. Вот, ребята, выехал собирать ловушки. Сейчас обнаружил, только подхожу и смотрю, прям пчела туда залетает, такая деловая. В общем, разведчики, ребята. Значит, скоро, возможно, будет рой. Вот, сейчас она там внутри сидит. Но, в общем, она уже тут, походу, не первый раз, потому что очень она уверенно туда прям влетела. Вот, ну, я не знаю, я там когда-то сказал, что там типа 80%, ну, если уже там разведчики появились, то 80%, что рой зайдет. Ну, наверное, когда я это говорю, какой-то пчеловод сейчас подрезает матке крылья, вот, и ломает мне весь процентный ряд. Ладно, это шутка, ребята. Все, еду собирать свои рои. Вчера 4 роя поймал. Вот, сегодня их должен собрать. Вот, ну и по ходу еду, еще просматриваю ловушки на предмет, может, еще кто-то залетел. Вон, видите, кстати, вот по корпусу тоже прилетела только что пчела, он села, топает. Вот, ну, то есть они тут уже изучают. И вот это вылезло тоже. То есть разведка есть, ребят. Ладненько, все, поскакал дальше. А вот, ребят, посмотрите, вот такая картина. То есть подъехал. Вчера я смотрел эту ловушку, ничего не было здесь. Сегодня я не заезжал бы, если бы поблизости не было роя, который надо снять. Вот, ну и думаю, заскочу, посмотрю. То есть вот вчера не было, сегодня уже сидит рой. Видите, да? Вот такая картинка приятная. И это у нас, по всей видимости, 5-й рой за сегодня. Ну, в смысле, за сегодня, за все время, за сезон. Вот, ну, только начало сезона. У нас долго была нехорошая погода, плохая. А вот сейчас полетели рои. Я за своими слежу. У меня вроде пока никто никуда не собирается. Вот, ну ладно, ребят, побежал дальше. Тут еще одна рядышком ловушка. Сейчас гляну ее тоже. Ну, вот, сейчас поеду, сниму все остальные ловушки. Потом вернусь сюда и заберу это тоже. Ну, кстати, это место у меня каждый год дает. Там по 2 роя, наверное, где-то стабильно. То есть прям хорошее место. Ребята, это хотел показать. Это вчерашний вот первый рой, который я не заснял. Вот он здесь сидит. Не знаю, будет не очень хорошо видно. Ну, пчела вот там лазит. Уже просто, я не знаю, эта камера еще как-то немножко осветляет. Но вообще уже здесь темно довольно-таки. Так вот, я хотел сказать за вот эту вот ловушку. Ребята, я его просто поставил сюда. Уже просто лень было мне искать какое-то хорошее место подходящее. В общем, повесил, где повесил. В общем, мало того, что ее, видите, ветром немножечко нагнуло. Во-вторых, она вот смотрела туда вот за забор, как бы за этот. А там лес. Ну, я не знаю, насколько вам глубоко видно, но он там, короче, далеко идет, этот лес.
Ну как далеко, относительно далеко. Я не знаю, там может быть там, метров 20-30, там не знаю сколько там точно. Вот. Ну, тем не менее, вот пчела нашла эту ловушку. Вот. Самое интересное, я в прошлом году здесь поймал как раз пчел. И вот именно потому, что я поймал в прошлом году, я и поставил в этом году тоже. Вот. И опять, видите, рой пришел. Вот, ну, я, собственно, к чему говорю, ребята. Иногда такие неожиданные места, вот они вот такие сюрпризы подкидывают. То есть, вот это уже второй рой с этого места. Вот, ну и, в общем, как-то это работает. Вот. Так что ищите места. Вот, если вас как-то разочаровывает место, и вам кажется, что, ну, не совсем удачное, ну, может быть, окажется, что это место будет вполне себе удачным и принесет вам неожиданный, долгожданный рой. Вот, ну как-то так. Сейчас подожду еще немножко. Сейчас пчела уже зайдет. Вот тут пяток пчел топчется. Вот, ну и закрою, повезу уже. Собирать остальные, поеду. Так, ну что, вот мой первый улов, ребят. Вот 4 ловушки, 4 семейки. Вот стоит третья ловушка. Это та, которая в этом году я делал. Вот она у нас поймала первый рой. Вот, ну, в общем, все, сейчас буду выставлять их. Вот завтра они будут облетываться. Ну и может завтра буду пересаживать. Посмотрим. Все, пока оставляю как есть. До завтра. Ну, не как есть, а переставлю сейчас на подставке. Все. Пока.